Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым поможете моему продвижению. И также прожмите колокольчик о всех уведомлениях, чтобы вовремя получать информацию о новых выпусках. Друзья, как помните, некоторое время назад я показывал выпуск, даже их было два, о том, что одна бригада начала переделывать крышу, но, к сожалению, она накосячила. И хозяева дома расстались с этой бригадой. На тот момент они попросили меня переделать эту крышу, но, к сожалению, у меня занятость большая, и я сразу не смог приступить. Но сейчас как раз подошел черед заняться этой крышей. И все, что будет делаться, я вам покажу. Вы можете видеть, крыша сейчас закрыта пленкой, смонтирована частично обрешетка, контр-обрешетка и гидроизоляционная мембрана. Мне это нужно демонтировать и все заново смонтировать. Естественно, проверить, что там внутри, как себя чувствует стропила, старая обрешетка, утеплитель. Все это мы проверим. Если же какие-то элементы будут в негодном состоянии, мы это все будем менять. Все это покажу, друзья. Друзья, у нас этот угол практически готов. Остается немного, не хватило доски. Сейчас пойдем с другой стороны, будем разбирать, снимать доску, обрешетку оттуда и будем ставить сюда. Давайте залезем, покажу. Здесь мы сняли обрешетку, контр-обрешетку, гидроизоляционную мембрану. И все заново монтируем. Здесь у нас, получается, доски не хватило из-за того, что стыки у предыдущей бригады висели в воздухе, и они вроде бы с одной стороны сэкономили на доске, так как расход меньше, но это неправильно, были большие перепады. Я сейчас найду с другой стороны, где подсниму, покажу, какие перепады, и про какие перепады я именно говорю. Вообще стыки должны быть примерно в таком качестве. На идеальность не претендую, но что-то подобное. Здесь у нас получается смонтирован сначала капельник. Так, мне его подснять. Капельник вы видите. Потом у нас идет гидроизоляционная мембрана. Потом контр-обрешетка и обрешетка. Контр-обрешетка у нас 30 на 50 миллиметров. Под металлочерепицу рекомендуется от 25 до 50 миллиметров. Чем толще, тем лучше. Здесь изначально смонтирован был 30 брусок 30 на 50. Мы докупили такой же, не хватало, и его же используем. Обрешетка используется доска 30 на 100 миллиметров. Получается сухая, строганная, калиброванная, все четко. Здесь у нас получается под первую волну это расстояние у нас 200 миллиметров. Потом объясню почему. А здесь дальше уже пошло по шаблону. Все ряды одинаковые. С этой стороны у нас все идентично, все то же самое. Также в Яндове были у них провисы.
Вот сделал вот так вот, все красивенько, все четко. Вот, демонтаж, монтаж как бы монтаж буду стараться показывать. Вот, возьму камеру, но не совсем удобно, сами понимаете, крыша, нужно думать и о своей безопасности. Да, если лазите, обязательно как бы заботьтесь о своей безопасности, страховка, все дела. Падал, ломал позвоночник, знаю, что это такое. Никому не рекомендую падать. Вот, а так вот, так должна выглядеть крыша. Сейчас еще добьем несколько рядов. Сначала снимем с той стороны, вот, а потом уже здесь добьем. Друзья, вот что творится со стыками, видите? Один ниже другого встает. И получается, вся плоскость будет кривая. Вот. Некоторые из вас писали, что я пытаюсь придраться к работе, что здесь снег не будет задерживаться. С этой стороны, да, он будет скатываться, потому что уклон большой, согласен с вами. Но со стороны яндов он будет, там в самих яндовых он будет задерживаться. И к весне, когда образуется там огроменный сугроб снега и льда, который не свалится, это 100%. Потому что этой весной мы смотрели, было то же самое. Вот, просто-напросто это глыба льда. По весне, если она сорвется, то при такой обрешетке, при таком креплении, контур обрешетки, как она была закреплена до этого, это просто-напросто все выдернет. Металл, кровлю, вот саму кровлю, металлочерепицу, обрешетку, все окажется это на земле. И просто-напросто впустую заказчик выкинет деньги. Никому не придираюсь, если вас устраивает такая работа, пусть вам делают так, но а своему другу мы сделаем так, как нужно, друзья. О, блядь, зацепилась за гвоздь. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running low. Ну что, друзья, вот такой выпуск у нас получился. В этом выпуске мы частично разобрали крышу. Вот этот угол, который сзади меня сейчас вы можете видеть. Также мы его подготовили с обрешеткой, контур-обрешеткой, гидроизоляционной мембраной. Здесь старый материал оказался в достойном качестве. Мы его менять не стали, который находится под гидроизоляционной мембраной. Вот. А если вам интересно, как определить хороший качественный материал от некачественного, пишите комментарии, если вам это интересно, пишите. В следующем выпуске я расскажу. А на этом у меня все. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.